День 1629. Алекс на связи. Есть помещения в доме или в квартире, которые сложно автоматизировать, потому что там все время находятся люди, проводят много времени, иногда даже спят. Это может быть и офис какой-нибудь, и гостиная, и спальня или там детская комната. Если, например, в спальне, конечно, можно смириться с какими-то сценариями работы, то, в принципе, например, в детской это будет очень сложно сделать, сложно будет объяснить, как что работает, кто что за что отвечает, что можно делать, а что нельзя делать. Для управления светом в таких комнатах используют разные способы. Это и ночники разные, которые можно включать либо удаленно, либо выключать удаленно, либо по таймеру можно устанавливать, чтобы они включались через некоторое время или выключались через некоторое время. Можно делать разные функции, связанные с включением ночника по движению. Если начинают ходить в комнате, чтобы они автоматически включались и через некоторое время тоже сами выключались. Ну и тоже, если это требуется для того, чтобы осветить комнату, конечно, можно делать, чтобы они поярче включались или потусклее, если все уже спят, и чтобы никого не будить. Часто еще в таких комнатах используют разные настольные лампы. Это могут быть умные лампы с разными режимами, допустим, и света разного, то есть, например, и теплый или холодный, либо цветной какой-то освещение, чтобы могли делать. Часто свет в комнате тоже забывают выключать, оставляют включенным. И, конечно, было бы неплохо иметь функцию удаленного управления. У меня, в принципе, такая возможность есть. Иногда даже я, наоборот, и включаю свет в комнате или могу моргнуть светом в комнате для того, чтобы дать знать, что нужно там зайти в соседнюю комнату или там пойти обедать или ужинать. Ну или также можно и, допустим, приглушать свет, если уже вечернее время и нужно как-то показать, что уже пора ложиться спать. У меня в комнате также используется одна люстра. У нее, в принципе, работает только один режим. Но провода есть и для двух. Но я не стал эту люстру переделывать на два режима, чтобы как раньше можно было там одной кнопкой включать половину лампочек на этой люстре и другой кнопкой другую половину. Ну, просто использую эту люстру как включение или выключение. Ну, она используется очень редко, поэтому, в принципе, проблем не возникает. Да и лампочки там, которые сейчас стоят, светодиодные, они не очень яркие. И, конечно, там полноценно светить комнату такой люстрой уже не так просто становится. Ну, конечно, было бы неплохо, если бы еще и какой-нибудь режим диммирования на этой люстре был. Но таких выключателей у нас практически не продается. По крайней мере, они могут стоить недешево. И поэтому такой режим и такой выключатель ставить я пока не планирую. Да и управлять обычно такими выключателями не очень удобно. Это либо нужно очень долго объяснять, как и что включается, как выключается, как включается режим диммирования. И это будет, конечно, не всегда корректно работать. Если это еще и диммер сенсорный, то вообще сами сенсорные выключатели, они очень удобны и создают больше проблем при использовании, чем просто кнопочные выключатели. В качестве замены можно просто поставить разные умные лампочки в этот светильник или вообще вместо люстры повесить какой-нибудь умный светильник. Он там работать может и по Wi-Fi. У него обычно еще какой-нибудь пульт есть, позволяющий разные режимы включать освещение. И, в принципе, там даже некоторые есть, у которых и музыку можно слушать по Bluetooth там, с телефона. Но такие светильники, они, конечно, работают не очень понятно. То есть там, если обычный выключатель стоит, то при включении этого выключателя этот светильник, он включает в старый режим, но если быстро включить и выключить, то режим меняется. Это не всегда удобно. И, конечно, в детской, там, когда могут быстро включать или выключать, или бегать дети, объяснить, что за что отвечает и как нужно делать, будет довольно сложно.
Ну, а если пульт потеряется, то вообще, конечно, там многие функции, в принципе, будут недоступны. С телефона, конечно, тоже можно управлять, не очень удобно, конечно, и нужно отдельное приложение ставить, но иногда и вообще там плохо работает, особенно если это по Bluetooth соединение нужно будет делать, то, конечно, там совсем будет проблема. Еще несколько одновременно телефонов там сложно будет к нему подключить. Конечно, можно использовать вместо физических выключателей еще беспроводные выключатели. У меня так, в принципе, практически во всех комнатах есть отдельно такие выключатели. Это могут быть и на радиочастоте работающие, и работающие по ZigBee выключатели. Но, конечно, не очень удобно. Все равно, во-первых, идет и задержка включения, и нужно объяснять, как пользоваться этими выключателями. Ну и фактически у меня их не используют даже то, что они есть на каждом столе в этой комнате, и на каждой тумбочке, в принципе, можно нормально этим пользоваться. Довольно сложно запомнить все эти кнопки на этих разных выключателей, то есть нужно будет либо делать их однотипными. У меня так, в принципе, вот, например, в одной комнате тоже сделаны несколько выключателей, они все одинаковым режимом настроены. То есть там все кнопки, они по сути выглядят одинаково, работают одинаково, для того, чтобы не приходилось путаться и искать, какой режим, на какой кнопке и на каком выключателе настроен. В целом это удобно, когда уже лег спать и неохота вставать, и нужно выключить свет удаленно, можно включить это, выключить его через беспроводной пульт. Пульты разные бывают. Бывают просто как выключатели, бывают кнопки, бывают вообще многокнопочные, как обычный пульт устройства. Можно еще, допустим, купить какой-нибудь выключатель, например, как Атакара, у которого много разных кнопок, разных режимов. То есть там есть множественное нажатие кнопок и удержание разных кнопок. И, конечно, да, можно разные сценарии. Еще пульт Атакара, он может вообще, его можно от основания отделять, и тогда можно его в любое место либо примагнитить, либо просто положить. Это, конечно, удобно, но можно также и там, с телефона зайти и какие-то свет выключить, но это не всегда удобно. То есть нужно брать телефон, если он стоит на зарядке, то тоже там не очень комфортно это будет делать. Ну, либо можно еще вообще там поставить какую-нибудь умную колонку в комнате и просто настроить так, чтобы голосом можно было выключать свет или включать какой-нибудь режим, чтобы свет через некоторое время сам выключился.